Привет, меня зовут Лена. Я готовлю ПП-десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить несладкое блюдо – ПП-профитроли с сырным кремом на праздничный стол. Они очень вкусные, не содержат глютена, и я расскажу вам о вариации без лактозы. Но самое важное для праздничного стола – их корпуса можно приготовить заранее и хранить в морозилке до нужного дня. Нам понадобится 60 грамм цельнозерновой рисовой муки. Может получиться и с другими видами муки, но по моему опыту из безглютеновых лучше всего подходит рисовая. Добавляем 2 грамма ксантановой камеди. Этот натуральный ингредиент поселился на кухне у многих моих подписчиков, благодаря своим чудесным свойствам в ПП-рецептах. В данном рецепте камедь помогает заменить глютен. Если у вас ее нет, то можете выбрать другой рецепт теста. Например, из моих видео с рецептами эклеров. Ссылки оставлю в описании к этому видео. Тщательно перемешиваем муку с камедью. В сотейнике соединяем 150 грамм воды и 30 грамм любого жидкого масла. Желательно выбрать масло, устойчивое к нагреванию. У меня это масло ги. 1/4 чайной ложки соли. Всыпаем сухие ингредиенты и тщательно размешиваем тесто. Отправляем его завариваться на средний огонь при постоянном помешивании. Выберите самую прочную лопатку, так как тесто становится плотным и тягучим. Наша задача максимально уварить тесто, избавить его от лишней жидкости и сделать его текстуру клейкой под воздействием температуры. Но при этом тесто не должно стать сухим комком, в который потом будет сложно вмешать яйцо. Примерно вот такая консистенция должна получиться. Перекладываем тесто в чашу. Добавляем 1 яйцо, тесто уже должно быть не слишком горячим. И перемешиваем его лопаткой или специальной насадкой для миксера, которая предназначена для перемешивания, а не взбивания. Венчик здесь не подойдет. Добавляем в тесто яйца одно за другим, каждый раз тщательно вымешиваем и отслеживаем консистенцию. Количество яиц может отличаться, так как густота уваренного теста у вас может быть другая, и яйца тоже у всех разные. Я добавила 2 яйца общим весом 120 грамм и вижу, что тесто еще слишком густое. Оно не стекает с лопатки, а держится на ней единым комом. В моем случае можно спокойно добавлять еще 1 крупное яйцо. Если вы не уверены, лучше добавлять 3-е яйцо не полностью, а по 1/3, чтобы чересчур не разжижить тесто. Также перемешиваем до однородности. Проверяем консистенцию лопаткой. Тесто должно понемногу стекать с лопатки, но при этом не растекаться и держать форму. До такой консистенции у меня ушло 3 крупных яйца, это 180 грамм. Вам может потребоваться больше или меньше. Для отсаживания профитролей можно воспользоваться насадкой, но это не обязательно. Вставляем насадку в кондитерский мешок, мешок в глубокий стакан, отправляем в него полужидкое тесто, отсаживаем тесто на противень, застеленный антипригарным ковриком. Профитроли могут быть любого размера и даже формы. Если вам не важна одинаковая форма, можно просто выложить тесто ложкой. Между профитролями оставляем немного места, примерно по 2 см. Это тесто рассчитано на 1 противень. Отправляем профитроли в разогретую до 180 градусов Цельсия духовку на 50 минут. А пока подготовим простейший сырный крем. Нам понадобится 400 грамм творожного сыра. Можно, конечно, использовать любой продукт похожей консистенции, например, рикотту, сыр тофу или мягкий творог. Добавляем сюда немного укропа и чеснока. Тщательно измельчаем все эти ингредиенты с помощью блендера. Конечно, можно использовать уже готовый сыр с зеленью. А можно и просто творожный сыр без добавок. Вот такой нежно-зеленый крем получается. Кстати, если использовать шпинат, начинка получится более яркой. Перекладываем крем в кондитерский мешок. Вот такие пухлые профитроли получились. Они очень хорошо поднимаются, и внутри у них большая полость. Значит, в них поместится много начинки. С помощью острой круглой насадки или обыкновенного ножа проделываем отверстие в дне каждого профитроля.
Такие корпуса без начинки прекрасно переносят заморозку, без каких-либо изменений вкуса и текстуры. Их можно заготовить хоть за месяц до праздника, достать в нужный момент, просто добавить соленую или сладкую начинку, и угощение на праздничный стол готово. Начиняем профитроли большим количеством крема. Отверстие в кондитерском мешке очень маленькое, так удобнее наполнять профитроли. Конечно, для начинки подойдет почти любой крем. Здесь нам не важна густота и стабильность. Рецепт профитроли из такого же теста, но со сладким кремом без лактозы, уже есть на моем канале. Ссылку на него оставлю в описании под видео. Излишки крема снимаем лопаткой. Вот такие профитроли получились. Но мы пойдем дальше и сделаем для них очень аппетитный декор. Из кондитерского мешка с насадкой наносим небольшие розочки крема. У меня это просто творожный сыр, в данном случае вообще без добавок. И сверху немного красной икры. Вместо нее можно положить кусочек красной рыбы. Или яркие овощи, например, кусочек болгарского перца или помидора. Напишите свои варианты оформления в комментариях, я буду очень рада новым идеям. Немного зелени всегда добавляет яркости блюду. Выглядят они очень аппетитно. Профитроли достаточно увесистые, так как в них помещается много крема. Давайте разрежем один. Корочка хрустящая, а внутри мягкий творожный крем с чесноком и зеленью. И, конечно, икра, как вишенка на торте, добавляет этой закуске пикантности. Восхитительное лакомство на любой праздничный стол. Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными блюдами. Пока!